Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами первый рабочий понедельник, 10 января. И вы знаете, нас с вами сегодня ожидает шикарный день. Почему? Дело в том, что именно сегодняшний день – это день изобилия, день открытия денежных потоков. Поэтому обязательно используйте этот день себе во благо. Поэтому именно сегодня, 10 января, обязательно будьте активными и позитивными на протяжении всего дня. Сегодняшний день годится для начала важных дел. Более того, по удаче возобновляйте проекты и бизнес свой после долгого перерыва. И энергия сегодняшнего дня будет благоприятна для открытия и продвижения бизнеса, для важных дел, встреч, для начала обучения, для запуска любого проекта, которым вы долго планировали, возможно, мечтали, но никак не могли запустить. Заниматься можете покупкой имущества, инвестиций, можете заняться началом работы, ремонта, подписания важных документов, а также детального планирования, успешных переговоров и приема гостей. Обращаем ваше внимание, что сегодня, 10 января, удачное время, которое нейтрализует плохие влияния, и благоприятно в это время обращаться за помощью, а также идеальное время для налаживания отношений будет время с 10 часов 15 минут до 15 часов 30 минут. Но сегодняшний день, 10 января, не подходит для активности, рожденным в год змеи. Обратите на это внимание. И вы знаете, сегодня, 10 января, это тот день, когда внутри каждого человека происходят изменения и трансформации. В этот день должно сгореть все старое и отжившее себя, чтобы на его месте появилось вот то новое и прекрасное. Поэтому сегодня, к сожалению, возможны резкие перепады настроения из-за сложности всех энергетических процессов, которые проявляются во Вселенной. Поэтому будьте сегодня бдительными и обязательно сохраняйте спокойствие. Сегодня полезно будет уединиться, чтобы поразмышлять и отдохнуть. Также сегодня очень важно сохранять активность. Ни в коем случае не ленитесь, но в то же время не стоит сегодня и переутомляться. Сегодня очень благоприятный день для творчества, для самовыражения, занятия любимым делом. По возможности этот день лучше всего провести с любимым человеком или близкими вам по духу друзьями. Важно 10 января избегать ссор и конфликтных ситуаций, потому что энергетика этого дня очень будет нестабильна, а люди, соответственно, могут быть вспыльчивыми и местами раздражительны. Также сегодня вы можете спланировать и очищение своего организма. Отдайте сегодня предпочтение легкой растительной пище и злакам. Полезно в конце дня принять душ и искупаться в водоеме с целью очищения. Вода сегодня имеет достаточно большую и мощную силу. Если вы не любите купаться в водоеме, в вашем регионе достаточно холодно, в любом случае можете принять душ. А если вы живете в тропиках, в субтропиках, обязательно окунитесь. Сны сегодня вещи и указывают на неиспользованный потенциал и предназначение человека. И, конечно, сегодняшняя аффирмация, которая поможет вам достигнуть ваших финансовых результатов. И звучит она следующим месяцем. Следующие слова будут следующие. «Я радуюсь успеху тех, кто рядом со мной. Я желаю окружающим успеха и процветания. Я позволяю окружающим проявлять свои дары и таланты. Я охотно выслушиваю различные точки зрения. Я открытый и доброжелательный человек». И, друзья, сегодня у нас с вами 10 января 2022 года, а это 10-й день в этом 2022 году, который отвечает за 10-й месяц. Поэтому 10-й день отвечает у нас с вами за социальное положение, славу, почести, власть, профессию и карьеру.
10-й день и месяц моделируют и констатируют положение вещей в должном статусе, проясняют отношения с вышестоящими людьми. И сегодня те события, которые будут происходить в вашей жизни, намекают нам на потолок наших социальных возможностей, включая желание, например, жениться, стать родителем или выйти замуж, или, как вариант, сменить фамилию. Также сегодня возможны будут ситуации, которые потребуют от вас предельной выдержки, хладнокровия, терпения во имя отдаленной цели. В этот день хорошо подавать резюме, проходить собеседование, беседовать с начальником о повышении вас в должности. Но сегодня на себя слишком не берите много инициативы, иначе можете сорваться. Очень важно в этот день поддерживать хорошие отношения с руководством. Необходима сегодня и работа над собой, самовоспитание и самодисциплина. По народному календарю сегодня рождественский мясоед, так назывался праздник, и вся семья собиралась в доме. Все сообща обязательно выполняли все работы по хозяйству, вместе садились за стол. И этот день говорил нам о том, что семейное согласие самое дорогое, что может быть у человека. Считалось, что любое желание семьи, загаданное 10 января, непременно исполнится. Для этого достаточно было пойти в центр города, на Красную Горку, вбить в землю столбик и привязать к нему ленту с мыслью о самом заветном желании. 10 января ни в коем случае не стоит ругаться. И еще сегодня желательно навестить самых близких и дорогих вам людей. Обязательно на столе должно быть мясо, любые мясные блюда, потому что именно так считалось, что в этом доме будет всегда изобилие и достаток не только на столе, но и во всей семье. Также в этот день работать по дому стоит только всей семьей. А вот женщинам не рекомендуется сегодня ставить опару и возиться со сдобным тестом. В противном случае можно поссориться сегодня было с домочадцами. Нельзя было входить в дом и с левой ноги. Наши предки верили, что тот, кто ослушается этого запрета, впустит в дом нечистую силу. Незамужним девушкам 10 января лучше держать дверь закрытой, иначе муж попадется гулящий. А вот если в этот день оставить окна открытыми, то семейное счастье может уйти из дома. Также наши прапрадеды не советовали 10 января брать и давать в долг, иначе весь год будет финансово нестабильным. Не стоит в этот день выходить из гостей одному. Считается, что в ближайшие несколько месяцев придется провести в одиночестве. Поэтому, если вы пришли без пары, то попросите хозяина дома переступить с вами за порог. Сны в эту ночь могут раскрыть глаза на реальное положение вещей, особенно если вы, например, сомневаетесь в чем-то, например, в верности вашего избранника. А вот дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет плоды в будущем и сделает всех намного счастливее. А чтобы в вашей семье был мир и покой, обязательно достаньте соль и добавьте ее в приготовленные блюда. Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо. Обращаем ваше внимание, что если к вам 10 января придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Таким образом, их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи. Сегодня, 10 января, не стоит пришивать пуговицы, иначе не избавитесь от старых проблем. Также не стоит выбрасывать и остатки пищи со стола. Лучше, если вы отдадите все животным, в том числе и крошечки.
И сегодня, друзья, как мы с вами уже говорили, сегодня не просто вот такой вот волшебный магический день, сегодня день еще денежный, когда открываются потоки Вселенной на нашей Земле. Поэтому сегодня, когда вы будете идти, например, на работу, на прогулку, вы будете идти по своим делам, или в любом случае вы будете идти, даже если вы будете выбрасывать, например, мусор, то время от времени проговаривайте следующие волшебные слова. Навстречу богатству иду, деньги привлекаю, прибыль приумножаю. Да будет так. Желательно, чтобы вы эту практику сегодня, 10 января, хотя бы сказали 3 раза. Таким образом, вы поможете открыться еще больше потоком денежной энергии в вашу жизнь. Друзья, используйте сегодня, 10 января. 10 января – денежный день, когда только вы можете исправить и улучшить свою жизнь. При этом достаточно это сделать кардинально.